23 мая 1978 года сверхзвуковой авиалайнер Ту-144Д выполнял испытательный полет перед тем, как быть переданным в Аэрофлот для перевозки пассажиров. На борту самолета находились 8 летчиков-испытателей. С 1 ноября 1977 года сверхзвуковые авиалайнеры Ту-144 начали выполнять пассажирские перевозки по маршруту Москва-Алма-Ата на расстоянии 3260 километров. Однако выполнявшие их авиалайнеры модели Ту-144С вмещали всего 80 пассажиров. Это было обусловлено тем, что на них устанавливались относительно неэкономичные двигатели НК-144А, вследствие чего при коммерческой нагрузке 7 тонн Ту-144С имел практическую дальность 3600 километров, а при нагрузке 15 тонн 3080 километров. Для полетов на расстоянии свыше 4500 километров требовались новые, более экономичные двигатели. Работы в этом направлении начались еще в 1964 году и вылились в проект двигателя РД-3651. 4 июня 1969 года военно-промышленная комиссия при Совете Министерства СССР приняла решение по созданию самолета Ту-144 с данными двигателями, который получил обозначение Ту-144Д. Согласно решению, самолет при взлетном весе 150 тонн и со 150 пассажирами на борту должен был иметь дальность полета 4500 километров, а при взлетном весе 180 тонн 6500 километров. Для сравнения, это расстояние равно от Москвы до Владивостока. 18 апреля 1978 года Воронежский авиазавод выпустил первый серийный Ту-144Д и установил доработанные двигатели РД-3651А. 27 апреля он совершил первый полет, после чего был перегнан на аэродром Лии, ныне Жуковский. Там он совершил 3 контрольно-сдаточных полета и 1 контрольно-приемочный. Таким образом, всего к 23 мая лайнер выполнил 5 полетов общей продолжительностью 9 часов 2 минуты. 23 мая авиалайнеру предстояло совершить второй контрольно-приемочный полет, в ходе которого сперва предстояло вывести самолет на сверхзвуковую скорость в 2 маха, а затем, уменьшив скорость, выполнить на высоте 3000 метров запуск вспомогательной силовой установки. Экипаж провел стандартные предполетные процедуры проверки, после чего в 17 часов 30 минут был осуществлен взлет с аэродрома Раменское. Полет на сверхзвуке прошел в норме, а затем экипаж стал отрабатывать запуск ВСУ. Для этого, летя по направлению к зоне испытательных полетов, самолет был выровнен на высоте 3000 метров, а его скорость снижения до 480 км в час. В это время в показаниях расходомера и топливомера наблюдалась разница около 4,7 тонн. То есть разница между изначальным объемом топлива и остатком была больше, чем объем топлива, потребленного двигателями. Это могло свидетельствовать об утечке. Однако бортинженеры не придали данным показаниям серьезного значения. В 18 часов 45 минут была дана команда на запуск ВСУ. Пилоты увеличили скорость до 500 км в час, но тут сработало табло «Пожар», а речевой информатор выдал предупреждение: «Проверь пожар». После этого бортинженер доложил пилотам о пожаре в мотогондоле силовой установки номер 3, в связи с чем он отключил двигатель и активировал вторую и третью очередь пожаротушения. Тогда второй пилот начал разворачиваться на 180 градусов и возвращаться на аэродром. По версии летчика-испытателя Эдуарда Елена, командира воздушного судна, разница показаний в расходе и потреблении топлива была замечена еще при наборе высоты после взлета. Однако бортинженеры и один из ведущих инженеров, представитель завода-изготовителя, ничего не доложил об этом пилотам и попросту выровнял показания в сторону уменьшения остатка топлива. После того, как первый раз ВСУ не запустилась, Елен дал команду второму пилоту Попову возвращаться назад на аэродром.
уже после совершения разворота, как утверждает Елен, и была совершена та фатальная повторная попытка запуска ВСУ. После совершения разворота бортинженер доложил, что сработала сигнализация пожара в четвертом двигателе, в связи с чем была активирована и его система пожаротушения. Таким образом, самолет шел только на двигателях со стороны левого полукрылка. Тогда командир начал держать курс на ДПРМ, а второй пилот связался с диспетчерами аэродрома Раменское и доложил о том, что на самолете пожар, и он летит на двух двигателях. В связи с чем экипаж запрашивает дать им прямой заход на посадку, а также подготовить противопожарные средства. Так как поначалу, кроме сигналов о пожаре, больше никаких признаков возгорания не наблюдалось, то у экипажа сперва были подозрения о сбое в системе. Между тем, свидетели на земле уже видели, как за самолетом появился огромный шлейф пламени. Но довольно скоро все находившиеся в самолете убедились в реальности пожара. Из системы кондиционирования салона в правой части кабины пошел черный дым, так как ее трубопроводы проходили в правом полукрылке, где и был пожар. В данном случае Попов также принял решение осуществлять аварийную посадку на поле, но Эдуард Елен поначалу возразил ему, что самолет может долететь до аэродрома. Для улучшения видимости пилоты опустили носовой обтекатель на 17 градусов вниз, однако вскоре дым усилился, тем самым дезориентируя Елена, то есть теперь Попов вел самолет в одиночку. Вскоре пожар охватил еще один двигатель, из-за чего бортинженер был вынужден остановить его, а самолет летел уже на одном двигателе. Вскоре бортинженер доложил пилотам об отказе генераторов и что питание самолетом осуществляется только от аккумуляторов, вспоминает Эдуард Елен. Какая злость у меня появилась после того, как понял, что машина горит и спасти ее невозможно. Причем эта злость нарастала на фоне мыслей о том, что гибнет наш первый серийный самолет, который должен был начать пассажирские перевозки на Хабаровск. Неудобно приводить слова, которыми я наградил мысленно яйцеголовых. Ну то есть никаких мыслей о себе не было ни одной секунды, только боялся задохнуться от этого проклятого дыма. Но для этого, кроме редкого дыхания, пришлось напрячь свой организм, как это принято на больших перегрузках, или кричать на выдохе, или делаешь выдох с голосовым звуком, а бросить штурвал не мог. В последнюю секунду подумал: если машина развалится, то пусть хоть мои руки останутся с этим штурвалом. Думал, на кой хрен мне жизнь, если не смог как командир уберечь этот самолет. Ту-144 летел на высоте 1500 метров и продолжал быстро снижаться. Хотя экипаж и имел спасательные парашюты, но из-за малой высоты пилоты приняли решение не прыгать. Тем более, что в этом случае была высока вероятность попасть под огонь, который уже бушевал снаружи. Так как долететь до аэродрома не было возможности, то летчики приняли решение осуществлять аварийную посадку на подобранном участке местности. Летя по курсу 240 градусов и при скорости около 400 км в час, объятый огнем Ту-144 выровнялся в 5 метрах над землей, а затем приземлился на болотистую поляну. Авиалайнер промчал по земле порядка километра, причем около 500 метров на брюхе, после чего остановился. Пилоты до последнего старались держать нос самолета приподнятым, пока носовой обтекатель не врезался в землю. После остановки пилоты Попов и Елен и штурман Вязигин выбрались из кабины через форточки, а находившиеся в салоне инженеры Кулеш, Исаев и Столповский через переднюю входную дверь. Уже снаружи было замечено отсутствие бортинженеров Венедиктова и Николаева. При попытке проникновения обратно в кабину было обнаружено, что их обоих зажало сорвавшимися при ударе креслами, и они погибли. Приземление Ту-144 произошло в 18 часов 56 минут в Воскресенском районе Московской области, недалеко от Егорьевска. К тому же Ту-144 уже совершали пассажирские перевозки, поэтому для детального исследования технических причин данной катастрофы ОКБ Туполева пришлось создать специальные стенды, которые в полном объеме моделировали сложившиеся в данном случае условия.
благодаря исследованиям обломков и записей с бортовых регистраторов, быстро выяснилось, что непосредственным источником пожара стал запуск вспомогательной силовой установки. Однако требовалось определить, как в зоне ВСУ оказалось топливо, для чего на стенде предварительных испытаний подсистем перекачки и подкачки топлива были поставлены топливные системы самолета и двигателя вплоть до форсунок, а затем проверена их работа. Испытания были детальные, но по их результатам была найдена новая для того времени проблема. В топливопроводах возникли усталостные разрушения из-за собственных колебаний, которые создало внутреннее течение топлива. Хотя в литературе указывалась ожидаемая и рекомендуемая для расчетов частота пульсации топлива около 100 Гц в топливной системе Ту-144, эта частота достигла 1500 Гц, из-за чего за дроссельной шайбой на стенке кармана для установки экспериментального датчика температуры возникали критические напряжения. Это значительно снижало ресурс трубопроводов. Помимо этого, сам метод технологической очистки трубопроводов с помощью неконтролируемых пульсаций двухфазного потока по расчетам дополнительно снизил ресурс более чем в 2 раза. Свою роль также сыграли и значительные гидравлические удары, которые в данной системе были куда сильнее из-за высокого давления топлива. Спустя всего 3 месяца после катастрофы, комиссия из сотни человек сделала выводы о причине катастрофы. Течь топлива в зоне моторной гондолы, которая возникла предположительно в 18 часов 18 минут с расходом 220 кг в минуту, которая продолжалась до конца полета. Общая потеря топлива оценивается примерно в 8 тонн. Образование течи топлива возникло, вероятно, вследствие потери герметичности соединительных элементов или топливных трубопроводов. Топливо стекало на низ крышки двигателей и в пространство между задними частями воздухозаборника. Запуск ВСУ инициировал возгорание паров топлива, что привело к пожару силовой установки и выходу из строя двигателей. В общей сложности вытекло более 8 тонн топлива, которое затопило отсеки в средней части крыла, а затем начало затоплять соседние отсеки, один из которых находился над ВСУ. В результате значительное количество топлива по выхлопной трубе попало в отсек и газовоздушный тракт ВСУ. При попытке запуска данной установки из-за избытка топлива произошел помпаж, воспламенивший все вытекшее топливо, в результате чего огонь быстро охватил ряд систем. Бортинженеры наблюдали, что из баков вытекло больше топлива, чем сгорело в двигателе. Однако стоит отметить, что самолет проходил приемо-сдаточные полеты, и экипаж знал, что калибровка топливной системы не проводилась. К тому же, такая разница наблюдалась и ранее. Помимо этого, перед данным полетом был заменен топливомер третьего двигателя, что уменьшило его расход, а следовательно увеличило и разницу. Помимо этого, в течение получаса, что вытекало топливо, все остальные системы самолета работали в норме. В результате бортинженеры перестали доверять топливомерам, но утечка топлива была реальна. Вообще в данном случае стоит отметить надежность конструкции самолета, который даже объятый пламенем был полностью управляем, а при ударе носовой частью о землю и дальнейшем мощном пожаре не взорвался. К тому же все выявленные недостатки в топливной системе были устранены в новых двигателях РД-3651А. А также в ОКБ Туполева были внедрены специальные методики и нормы прочности для топливных трубопроводов, учитывающие значительные возрастания роли усталостных напряжений. Была решена и проблема исключения гидравлических ударов, включая ситуацию с закрытием концевых кранов. Все замечания комиссии по топливной системе самолета были выполнены полностью. Хотя полет был испытательным, данная катастрофа стала основным поводом для прекращения полетов Ту-144 с пассажирами.